В нашем мире скрыто множество явлений, которые наука пока не может объяснить. Они фиксируются камерами, записываются приборами, но разгадка ускользает. От необъяснимых огней в небе до загадочных сигналов из космоса, все это существует на грани науки и мистики. Сегодня мы расскажем вам о 10 феноменах, зафиксированных в реальной жизни, но до сих пор остающихся необъясненными. Некоторые из них потрясли тысячи свидетелей, другие ставят в тупик ученых, но все они вызывают один вопрос: что это на самом деле? Присоединяйтесь к нам в этом путешествии по тайнам и загадкам. Фениксские огни, 13 марта 1997 года. Над Фениксом появляется нечто странное, которое видят тысячи людей. Гигантский треугольный объект медленно парит над домами. Размер сравним с футбольным полем, форма четко видна благодаря огням. Военные сначала молчат, потом заявляют о сбросе учебных осветительных ракет. Очевидцы уверены, это не ракеты и не самолеты. Губернатор сначала смеется, но позже признается, что видел объект. Что это было и почему правительство не объяснило? Фениксские огни остаются одной из самых массовых и таинственных наблюдений в истории США. Человек из Тауреда. Жаркий июльский день в Токио, 1954 года. В аэропорту на паспортном контроле появляется мужчина европейской внешности, одетый строго и элегантно. Он спокойно держится, но вокруг начинают замечать нечто странное. Он протягивает паспорт, и документы выглядят абсолютно настоящими. Но страна, указанная в паспорте, называется Таурет, место, которого нет ни в одной базе данных и на картах. Мужчина объясняет, что его страна существует уже 1000 лет и показывает ее на карте между Францией и Испанией. Но на этом месте Андорра и Тауреда нет. Офицеры в недоумении. Его задерживают, изымают документы, размещают в гостинице под охраной и назначают встречи с представителями министерств. Все выглядит как официальное расследование, но странность ситуации растет. На следующее утро мужчина исчезает, вместе с ним пропадает и паспорт. Ни одного следа, ни объяснения, словно он стерся из реальности. Случай с человеком из Тауреда остается одной из самых загадочных историй в истории авиации. Никто не смог объяснить, откуда он появился и куда исчез. Некоторые исследователи предполагают, что он мог быть путешественником из параллельной реальности, другие считают это мистификацией. Истина остается неизвестной. История продолжает интриговать и поражать воображение, оставляя вопросы, на которые нет ответа. Таосский гул. В начале 1990-х годов жители маленького городка Таос в штате Нью-Мексико начинают жаловаться на странный низкочастотный звук, который слышат не все. Его называют таосским гулом. Люди описывают этот звук как непрерывный гул, похожий на работу дизельного двигателя где-то вдалеке. Он слышен днем и ночью, иногда сводя с ума своей навязчивостью. Одни жители утверждали, что гул лишает их сна и вызывает головные боли. Другие же ничего не слышали и считали это плодом воображения. Местные власти и ученые проводили исследования, но источника звука так и не нашли. Не помогали ни замеры шумомеров, ни проверка линий электропередач. Власти даже предполагали, что это может быть связано с секретными военными технологиями или подземными коммуникациями. Но ни одно объяснение не оказалось убедительным. Для одних гул был реальной пыткой, для других – загадкой, которой никто не мог объяснить. Сегодня таосский гул остается одной из самых странных акустических аномалий. Его слышат лишь немногие, но объяснения по-прежнему нет. Явление породило десятки теорий, от природных до фантастических. Но что на самом деле скрывается за этим звуком, никто не знает до сих пор. Флетвудский монстр. В сентябре 1952 года в небольшом городке Флетвуд, Западная Виргиния, несколько детей заметили в небе яркий огненный шар, пролетевший над холмами. Мальчишки вместе с матерью одного из них отправились на холм, где якобы упал странный объект. Воздух был наполнен резким запахом серы. Добравшись до вершины, они увидели яркое свечение и странный металлический объект, частично скрытый в зарослях.
Вдруг из тени появился высокий силуэт, существо около 3 метров ростом, с круглой головой, горящими глазами и длинными когтями. Оно двигалось медленно и издавало пронзительный свист, будто металл скрежетал о металл. Испуганные свидетели бросились бежать вниз по склону. Когда они вернулись с полицейскими, существо уже исчезло. Официально власти объяснили происшествие как игру света и упавший метеор, но очевидцы до конца жизни утверждали, что видели монстра. История флетвудского монстра стала легендой, породившей десятки теорий, от пришельцев до военных экспериментов. Мальтийские подземные ходы. В 1902 году на Мальте, во время строительных работ, рабочие случайно наткнулись на вход в древнейший подземный комплекс Гипогей Халсофлиене. Никто не подозревал, какие тайны скрывают его глубины. Это оказалось огромное подземное святилище, созданное более 5000 лет назад. Залы и коридоры были вырезаны вручную в скале, уходя все глубже и глубже. Некоторые залы обладали уникальной акустикой, шепот мог усиливаться, превращаясь в гул, будто стены сами говорили с посетителями. Со временем появились слухи, что подземные ходы уходят дальше официально открытых залов, будто бы они ведут к тайным уровням, скрытым от посторонних. В 1940-х годах в газетах появились истории о школьниках, якобы исчезнувших в подземных лабиринтах. По слухам, их так и не нашли. Археологи отрицали эти слухи, но рассказы местных жителей говорили об обратном, будто в глубинах подземелий можно услышать шаги и голоса. Сегодня часть Гипогея открыта для туристов, но доступ к нижним уровням по-прежнему запрещен. Что скрывают эти ходы, остается загадкой. Мальтийский Гипогей остается не только памятником древней цивилизации, но и источником легенд о тайных подземных мирах. Призрак Содерлиндского туннеля. В Швеции, недалеко от маленького городка Сёдерлинг, находится старый железнодорожный тоннель, построенный еще в XIX веке. В 1970-х он стал местом загадочных событий. Местные подростки начали рассказывать, что в тоннеле по ночам можно увидеть фигуру женщины в белом платье. Свидетели утверждали, когда они пытались приблизиться, фигура растворялась прямо у них на глазах. Иногда в тишине тоннеля слышался женский плач или странные шаги, хотя там никого не было. Местные связывали это с легендой о девушке, погибшей здесь под поездом десятки лет назад. Слухи распространились по всей округе, и тоннель стал популярным местом для охотников за привидениями. Несмотря на десятки свидетелей, официального объяснения аномалии так и не нашли. Сегодня Содерлиндский тоннель остается местом тайн и легенд, куда смельчаки отправляются испытать свои нервы. Гора Рорайма. На границе Венесуэлы, Бразилии и Гайаны возвышается гора Рорайма, гигантское плато с отвесными стенами и плоской вершиной, окутанной вечными туманами. Для коренных народов это священное место, которое они называли Домом Великого Духа. В легендах гора считалась обломком древнего мирового древа. В XIX веке европейские путешественники описывали Рорайму как потерянный мир, недоступный для людей. На вершине обнаружили уникальные растения и животные, которых нет больше нигде на Земле. Некоторые исследователи верят, что изоляция Рораймы могла сохранить следы доисторических форм жизни. Необычные каменные образования на плато породили теории о древних цивилизациях, якобы оставивших здесь следы. Ученые объясняют феномен Рораймы геологическими процессами, но ее аура таинственности не исчезает. Сегодня Рорайма остается символом неизведанного и напоминает нам, что даже на нашей планете есть место, полное тайн. Исчезновение экспедиции Перси Фоссетта. В 1925 году британский исследователь Перси Фоссет отправился в сердце Амазонии в поисках легендарного затерянного города Зет. Он был убежден, что в джунглях скрываются руины древней цивилизации, сопоставимой с майя или инками. Экспедиция состояла из самого Фоссетта, его сына Джека и их спутника Рейли. Они углублялись все дальше, оставляя за собой только письма и дневниковые записи, отправленные с проводниками назад. Последний раз их видели в районе реки Шингу. После этого экспедиция бесследно исчезла. В течение десятилетий сотни поисковых групп пытались найти их следы, но безуспешно. Слухи варьировались от нападения племен до гибели в болотах, а некоторые верили, что Фоссет нашел город Зет и решил остаться там навсегда. Исчезновение Фоссетта до сих пор остается одной из величайших тайн Амазонии, вдохновляя исследователей и писателей по сей день. Таинственные огни Хисдолина.
Северная Норвегия, долина Хисдален. С 1980-х годов местные жители регулярно наблюдают странные светящиеся шары в небе. Они бывают белыми, желтыми или красными, зависают в воздухе, меняют направление и исчезают без следа. В 1984 году сюда прибыли ученые и установили автоматическую станцию наблюдения. Световые шары удалось заснять на видео, зафиксировать их тепловой след и измерить электромагнитные аномалии. Но, несмотря на десятилетия наблюдений, научного объяснения феномена не найдено. Это не спутники, не дроны и не обычные атмосферные явления. Физики, геологи и инженеры до сих пор не могут объяснить их цвет, поведение и продолжительность свечения. Феномен Хисдалина продолжается и сегодня. Шары появляются несколько раз в месяц, оставляя только свет и вопросы. Фотографии, которых не должно быть. Иногда старые фотографии показывают то, чего, казалось бы, не могло существовать в то время. Одна из самых известных – снимок 1941 года, где среди толпы виден человек в солнцезащитных очках и современной одежде. Некоторые считают, что это доказательство путешественников во времени. Другой пример – загадочный камкордер на фото из 1930-х годов, где оператор держит устройство, похожее на современные камеры. Есть и кадры с мобильными телефонами, снятые задолго до их изобретения. Ученые и скептики объясняют это совпадениями, артефактами съемки или ошибками восприятия. Но для любителей загадок каждая такая фотография – новое подтверждение скрытых тайн истории. Правда это или иллюзия, остается вопросом. Но фотографии, которых не должно быть, продолжают будоражить воображение. Если тебе понравилось наше видео, не забудь поставить лайк, подписаться на канал и нажать на колокольчик, чтобы не пропустить выпуск новых видео. Дальше будет много интересного.